Так, здравствуйте, дорогие друзья. Я вам расскажу для начинающих, как заливать дома, если надо облагородить какую-то территорию. Значит, вот, допустим, тротуарную плитку. Значит, что для этого надо? Не думайте, что сразу взял плитку, залил там где-то в канаве, и все, у вас плитка. Значит, надо подготовить место. Для этого надо сделать стеллаж, чтобы он был по уровню. Уровень сниму. Чтобы он был в двух плоскостях по уровню. Так и так вот стоял он по уровню. Угу. Для чего? Для чего должна быть плоскость? Потому что плитка, которая продается в комах, она при нагревании, она вот какая. Если поверхность будет у вас кривая, то и плитка такая получится кривая, понимаете? Значит, для этого. Дальше что? Каждую плитку не берите отработанное масло. Возьмите самое простое дешевое масло, смажьте кистью. Значит, я еще заливаю бордюр. Вот такой бордюр. Вот. Значит, бордюрчик тоже надо также очистить от старого раствора. Вверх очистить. На низ, если хорошо вы смазывали, на старте вот немножко там чищанул. Тряпочкой. Ну и тоже смазываем масло, да? Да, тоже смазываем масло. Ну, протер вот как можно чище. Смотрите только, чтобы в уголках не оставался раствор. В уголках. Потому что если в уголке один раз оставили, второй раз оставили раствор, он будет все время у вас плохо получится. Значит, все смазываем это. Значит, вот можно залить, значит, крышки для бордюров. Бордюры сделаны из камня. Дикого. Из дикого камня. Да. Значит, форма сделана из дерева, из обыкновенного дерева. Понимаете, сейчас вот мы разберем, вам покажем эти формы. А для чего вот эта труба? А вот эта труба, это вот канавка, вот эта канавка для кабеля. Для кабеля. Значит, поверху бордюра будут установлены фонари, и чтобы, значит, кабелю не мешали, прямо в бордюрах сделали канавку. Ну давай перевернем, покажем, что Вот. получилось. Значит, одну, вот вторую снимаем, уже канавка готова. Значит, как, кабель будет идти по центру бордюра, значит, вот уже готовая канавка. Чтобы ну, кабель не сдавить, уже канавка есть. Вот такой бордюр получился. Это бордюр, вот не бордюр, а крышечка для крышечка для бордюра. Значит, формы обычные с доски. Ну вот он. Какие у него размеры? Надо померить, значит. Ну где-то 30 на метр 10. 30 вот от этой грани до этой, может быть 32 и на метр 10. Вот такая крышечка получается. Да, это для кабеля получается вот борозда внутри. А так вот крышечка. Все, просто используем обыкновенную деревянную опалубку. Обычная доска, сбита гвоздями. Опалубочка аккуратно сбита все. Значит, размеры можно брать любые. Какие вам нравятся? Да, здесь, значит... Отверстие можно, если какое-то отверстие, можно подшпаклевать и добиться идеальной опалубки. Ну да, если какие-то дефекты есть при заливке, там... Ну, я планирую, Ну что вот мы это будем... такие вот получаются Вот. крышечки. Даже вот слои дерева у вас... Текстура дерева, она вот проявляется. Но это не обязательно, потому что будет это шпаклеваться все, ставится. И краситься будет, да, правильно? да, еще дополнительно покрасим. Угу.
Могут быть краситься, могут не. Я использую сито. Ячейка, значит, ячейка где-то 10 на 10. 10 на 10 достаточно. Гравий, как обычновенный гравий без глины. Значит, просеять надо. Для производства тротуарной плитки и моих этих изделий из бетона я беру, значит, марки 500 цемент, одно ведро цемента, 2 ведра сеянного гравия. Это 1 к 2 получается. 1 к 2, да. Вот ведром аккуратненько отмираю. Цемент я уже засыпал. Этой смеси насколько хватает? Этой смеси хватит, значит, должно быть, значит, на 8 плиток 40 на 40. На 8 плиток 40 на 40. 2 крышек, значит, и одного бордюра. Ну, мне больше не надо. Вот. Ну, факту вы можете, значит, купить и больше этих крышек. Значит, но раствор все равно 1 к 2. Одно ведро цемента, 2 ведра гравия. Так, разлаживаем формы на вибростол. То у тебя получается как раз... Ну, мне так получилось, что как раз получилось 8. А сколько размеры вибростола? Так, если форма 40, значит, размер вибростола будет 80 на 160. Ну, это вы, если будет больше плиток, можно больше сделать стол. А можно в 2 приема. Да, делать. ну что это он собой представляет, этот вибростол? Это получается вот лист металла, обрамлен уголком. Снизу, значит, он держится вот также уголок, получается, здесь приварен. Стоят пружины. И стоят пружины. Вот это такое соединение гибкое. И жестко прикреплен двигатель. Вот жестко. С эксцентриком. То есть 2 уголочка небольших. Вот. На круг. Да, да, закреплены на круг. А сколько двигатель, мощность? Да, мощность мало, по-моему, 750 ватт. 750 ватт, да? Да, 3 киловатт один тут. Или 1 киловатт, да? И этот, сколько тут оборотов? 1000 оборотов. 3000 оборотов. Или 1200 оборотов. Вот где-то. 1200 даже, да? Вот. И все, сейчас это очень простой вибростол. Значит, сейчас налаживаем, накладываем бетон, плитку. Вот, разравниваем. Да, в бетон мы добавили красителя. Краски, значит, сухой для плитки такой же с завода брали. Я не знаю марка этой краски, но можно поискать потом. Мне просто привезли. Немножко хотелось, чтобы плитка отличалась. Уже было немножко покраснее. Да, можно больше добавлять, тогда более красные получаются. Да. Ну, мне немножко там, чтобы это... Мы немножко добавляем, но потом будем красить. Может, плитку не Бордюр. будем? Да, плитку не будем красить, а бордюры будем. Для плитки и так достаточно. Все, накладываем бетон. Прямо из бетономешалки у нас здесь. Руками просто. Три-4 минуты, пару минут. Все. Хороший бетон, если хороший бетон у вас, гравий хороший, без глины, вода сразу вытесняется наверх. Да, ну консистенция получается, жесткость этого бетона, значит,
Ну так, чтобы набрал на мастерок, и он, Да, он значит, не расплывался. расплывался. Все. Вот и все. После того, когда вы с вибростола перенесли плитку, укладываете плитку на ровный стеллаж, значит, возможно, во время вибрации, значит, какие-то были перекосы на вибростоле, и у вас бетона, или он бетон лишний, или немножко не хватило. Значит, вы просто докладываете мастерком, дополняете вот, тут пару миллиметров этого раствора, бетона этого же самого. Тем более во время вибрации вышла вода. Вот она, видно. Значит, гравий хороший, без глины. Значит, вы это немножко более густым, этим самым бетоном, значит, заполнили. Вот, заполняем. Это как детская игра. Когда-то дети играли в кубики, заливались песка, там ведерки, всякие фигурки. Значит, после того вам надо убрать лишнее. Для этого используем правило алюминия. Значит, вот тут лишнее, значит, сюда вот добавили. Да, там уголок там. Ну, все. Или, допустим, температуры 2 при таком, значит, бетоне. Если вы залили при температуре 20 градусов, значит, допустим, в 16:00, то завтра в это же самое время вы можете потихонечку ее переворачивать и снимать. Значит, вот, сутки при 20. да, вот такая получается. Сейчас будем заливать крышку для бордюра. Вот. Также наложим бетон, провибрируем, смазываем маслом. Можно крышку сделать из фанеры. Значит, Да, можно, любой конфигурации. Фанеру. Можно влагостойкую фанеру, Да. вообще супер будет. Ну и супер. Ну, нам тут. Я уже это пользовался. Немножко, конечно, с дерева хуже, но с фанеры то вообще было идеально. Да. Ну, стыки, вот эти уголки, они, может быть, там немного Да. не очень красивые, но вообще, в общем, получается супер. Арматуры никакой. Толщина где-то 7 сантиметров в вершине. Никакой арматуры. Потому что она плотно ложится на раствор. И все, арматура не надо. Просто надо, требуется аккуратность укладки. Не кидать, не бросать, и все. Да, аккуратность при установке. И все. Да. Устанавливается очень просто. Завтра это будет другое видео. Да, посмотрите в другом видео установку крышки для бордюра. На каменную кладку. Да, будем устанавливать на каменную кладку. Конечно, это не заводская крышечка, немножко, значит, можно ровнее сделать. Она лежит немножко бочком, ну, для вибрации хватит.
заглаживаем, выравниваем, заглаживаем нижнюю поверхность. Можно быть, что она может и не заглажена, потому что это низ. Ну, все равно уж приятнее, когда она М. заглажена. И главное сейчас установить ее по уровню, Да, просто ложить. положить ее по уровню для схватывания бетона. А это вот закладная получается для Канавка, канавки канавка, канавка под кабель. под кабель, да. Под крышкой будет идти кабель. Ну, труба обычная приварена. 2 прутика Да, чтобы она была по центру. Вот, по центру. по центру и все. Ну, вот эти крышечки на бордюры мы ставим прямо на грунт. Вот, регулируем колышками, ну, то есть клинами. Подклиниваем. Чтобы, ну, по уровню. По уровню, да. Ну, потому что они тяжелые, мы уже на стол как бы их не поднимаем. Просто рядом с вибростолом тут прямо снимаем и устанавливаем. Ну все, также ждем сутки при 20 градусах. И, в принципе, завтра можно вот в то же время снимать. Но надо очень осторожно. Да, а эти крышки, они более деликатные, потому что они длинные, 1,20 м. Вот, поэтому их надо аккуратно снимать, не кидать. Вот. Особенно, когда они свежие. То есть, когда вот на сутки прошли только, они... А двое суток. Вот. А если 2 суток уже прошло, то, конечно, уже их можно спокойно снимать, вынимать и все как бы. Вот. Ну, все. Смотрите После снятия нас. получается идеальная плитка. Ну да, и пор мало. Поры практически нету пор. То есть, ну, как заводская. Все как бы. Это вот готовое, то, что у нас Да, получилось готовое. уже. Отлично. Ну, немножко каждый день можно со шланга полить водичкой. Ну, тут чтобы не обезводился бетон, да, чтобы не обезводился, надо поливать. Значит, вот такие у нас крышки для бордюров получаются. Плитку вы уже просмотрели, какая у нас получилась. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И обязательно смотрите видео, как эти крышки на бордюры мы будем устанавливать. Будем устанавливать это завтра. Все, всем пока.